Всем привет, ребята. Здорово, ребят. Сори, что я без вебки в этот раз. Немного Да, приболел. ничего страшного. Мы делали немного, перерыв на новогодние праздники, уходили, скажем так, в отпуск, но сейчас есть о чем поговорить, возвращаемся с нашими еженедельными подкастами. Можем начать с Да. первой темы. Общая ситуация, давайте немножко поговорим про то, что происходит на рынке, с токенами, с NFT и так далее. Вроде как растем по сравнению с тем, что было вот на нашем последнем подкасте. Что ты можешь сказать тут? Ну, я хочу сказать, что относительно не до конца понятно, дно пройдено или нет. Потому что, мы поросли, откатик все равно есть. Там по тому, за чем мы следим, там по токену Пенгу, по мемкоинам, по некоторым, по большинству. Извини, секунду, Ник, походу опять тебя плоховато чуть-чуть слышно. Так. Ты что-то менял или нет? Не. Давай AirPods поставлю. Давай так. Нормально? Да, давай. Все, окей. Короче, что я могу сказать, что в целом Новый год начался у нас с роста, но до Нового года, если брать рынок NFT вообще в целом, то мы были на лоях, там лилы стоили по 1200, это вообще скидки нереальные. Но часть людей боялась, потому что могли пойти еще ниже, могли словить ликвидации по 0.4 эфира. Но в принципе этого не произошло, мы пошли на откат, вполне себе такой неплохой. Там лилы, по-моему, в пике до 1800-1900 доходили, если я не ошибаюсь, если конкретно про лилов говорить. Токен Пенгу тоже сейчас после того, как пошел в рост, там, у него целых 5 дней было подряд роста, то есть он там суммарно дал больше 40%, наверное, от дипки за 5 дней. То есть каждый день там по 10% стабильно он набирал. Сейчас небольшая коррекция именно по этим ассетам, то есть по паджикам, по Пенгу. Но уже, опять же, мы потихонечку начинаем... Сейчас Пенгу открою графику себе. Могу показывать. 24 часа минус 4%, да, но потихонечку начинаем уже, я думаю, отрастать. Поживем, увидим. В целом, рынок NFT, мы же смотрели с тобой как раз капитализацию общую. Да. Там мы были на лоях, которых вообще не было. 26-28 число до Нового года – это самые лои за все время. То есть мы дошли там, по-моему, до 2 и 3 ярдов, если не ошибаюсь, около того. А до этого лои были там 3,2, 3,4. То есть и после этого всегда шла у нас... коррекция, не то, что коррекция, у нас памп шел раза в 3 от дна. То есть, в принципе, я думаю, что мы сейчас приблизительно в зарождении этого цикла роста NFT, учитывая то, что у нас после Нового года Виталик поставил себе Миледи пошли скупать, Миледи сделали там нормально так, не 2, но почти 2 икса там в пике было слоев, и плюс эфир еще начал подрастать, то есть там изначально, когда начиналось все, эфир там 2700, 2800, наверное, был, а там уже и Миледи в 2 раза выросли, и эфир там 3200 каких показал. Поэтому, в принципе, рынок NFT отчасти, не то, что из-за этого, но, в принципе, как катализатор роста, люди пошли скупать Миледи, люди пошли скупать паджиков, довольно-таки хорошо все началось. В принципе, я думаю, что у нас Q1 такая тенденция будет сохраняться, будем расти, будем потихонечку выкарабкиваться оттуда, куда мы пришли. Сильно большое было падение. В принципе, любое такое падение должно хотя бы какую-то коррекцию дать. Но хотелось бы, чуть-чуть побольше. Мне кажется, и будет какой-то ростик, под биткоин там под 97, куда-то ближе к 100. Там хотя бы 90. Мы максимум доходили, если не ошибаюсь, до 95 из последнего. Но хотелось бы увидеть чуть повыше, там хотя бы 97-8. Эфир тоже там доходил максимум до 3300, по-моему, или что-то такое. Хотелось бы увидеть тогда 3500, 3600. Я думаю, это возможно. Это, мне кажется, будет в течение месяца-полтора. Мы должны хотя бы туда сходить. Надеюсь, хотелось бы. А так вообще, я уже говорил, я не сильно на этот год не сильно много ставлю, но, может быть, я ошибаюсь. Посмотрим. Мне кажется, что будут лои, но сначала мы должны... В любом случае, даже на таком рынке всегда есть возможности заработать, условно. Есть новые проекты, там есть старые проекты. У нас и Moonbirds впереди, я думаю, там на хайпе начали их эти боксы скупать, потому что изначально же про них говорили, что
За них вроде как будет локация токенов. Я вот прям при мне на Новый год смотрел эти боксы, они уходили за 0.9 Solana. Это пак под 12 боксов, который... Сейчас он порядка 1.5, 1.6 Solana стоит. Плюс Solana еще немножечко подросла с того момента. Да. То есть вполне себе, там почти 2 икса. Он все еще там порядка там, 200 чем-то долларов стоит, а минт был 300, но все равно как бы дипку мы тоже словили и начали откупать. Moonbirds я тоже смотрел, как бы нормально себя показывает на таком рынке. Тоже пошли в рост, даже больше, чем Lil Pudgy. Я вот следил как раз за этими. Да. Moonbirds Mystical тоже, потому что, в принципе, Moonbirds 2 эфира. Не особо по карману, а вот Mystical... Да, Moonbirds 2 эфира, как бы. Дипка была, по-моему, там в районе 1.4, если я не ошибаюсь. 1.1 были, я помню, мы в чате обсуждали, это вообще был капец. 1.1, почти эфир. Прикинь. Ну вот дипка была 1.32 ВТХ, это вот именно перед Новым годом, я смотрел. Это именно перед Новым, я имею в виду... Да, так да, просто я вот, мне почему Mystical понравились, потому что они относительно недорого стоят. Я очень долго обдумывал, покупать, не покупать. Я вот сейчас открыл график за год. Короче, смотри, самое интересное то, что мы пришли к лоям по Mystical. Это, короче, как Lil Pudgy, только у них supply почти такой же, как и у бигов, грубо говоря. Стоит дешевле. Вот в пике на хайпе Moonbirds они стоили по 0.55. 0.55 уходили, да. 0.5. Короче, средняя, я думаю, по больнице, там 0.5 это было где-то в районе, перед сентябрем. Вот где-то так, начало сентября, вот где-то так. Вот, дипка, к которой мы пришли вот сейчас перед Новым годом, это 0.15. Вот, сейчас мы 0.25 по Мистику. Я думал себе взять, когда еще они 0.2 были, я вижу разворот, как бы я понимаю, что можно и флипнуть, можно и похолдить, но я думал именно, знаешь, с позиции дропа, потому что у Спенсера денег прилично, и, в принципе, есть вероятность, что дадут хорошо. Потому что закраймить могут, выйти с хорошей капитализацией могут, дать на NFT вкусно, условно, учитывая то, что этот Mystical стоил 0.5, да, понятно, что там 0.5 тебе за него никто не даст. Но условно их там 0.2, каких он и стоит, чисто в теории, учитывая то, что могут выйти там с капитализацией полярда, например, да, вполне себе на NFT может быть. Но потом я подумал, что, скорее всего, будет не только за NFT-дроп, а за то, сколько ты SBT-шек забрал, как делал Лука, потому что он идет по пути Луки. Да. И дело в том, что, покупая Moonbirds сейчас, ты не получаешь очень много SBT-шек, которые, как бы, если ты его холдишь, ты его можешь, их просто клеймить, да. То есть там есть партнерские, там, типа, всякие SBT-шки, но тебе даже не важно эти партнерские таски выполнять, грубо говоря, ты при наличии этого Moonbirds их мог клеймить. Поэтому, я решил, что все-таки я не буду рисковать. Не факт, что это окупится. То есть если бы я купил его условных там несколько месяцев назад, вот как Jam, да. И сидел клеймил SBT-шки, это было бы value. Но так я бы, не рисковал. Я думаю, что и на лилов дадут, поэтому я думаю, вполне все и так нормально будет. Плюс мне еще за Нансена SBT-шка прилетела, я думаю, довольно редкая, потому что у меня этот же тир повышенный Нансена, и там именно за тир давали. И за Кайта, наверное, ты клеймил. За Кайта я получил, да, за Юпитер, за Орку. Да. Я там SBT-шек поклеймил, вот, которых в окне, которое было. Поэтому, да, могут что-то дать. И Кайта, в принципе, их не так уж и много. Да. А сможем вывести экран мой? Конечно, сейчас. Давай вот так вот сделаем. Сейчас я... Давай. Сильно мешает или... нам Сайгар, thank you for donation. Thank you very much. Thank you. This card is for you. Давай экран как-то, чтобы он был, и перейдем к новостям абстракта как раз. Вот так. Он так видно будет? Вроде да. Окей, давай перейдем к новостям как раз абстракта. Вот к нам Сайгар как раз зашел. Мы хотели что обсудить? Хотели обсудить, у нас, 2 обновления абстракта вышло. Это что? Это первое, это то, что картой можно оплатить. Я сейчас как раз буду показывать это. Да, я это видел. Вырубил.
Как тебе это обновление? Давай как раз по этим обновлениям пройдемся. Это карта, и второе это подтиры, то есть Platinum 1, Platinum 2, Platinum 3, вот такое что у нас будет. Это анонс был, но еще не ввели, если не Да, да, ошибаюсь. но это будет, да, да, да. Ну, в общем, насчет тиров давно просили, потому что разброс большой, на самом деле, когда ты там уже с платины, там каждая половинка — это как бы миллион XP, поэтому, в принципе, ну, важно как-то делать видимость пользователям, что они вот чего-то достигают, чаще выкладывать что-то в сеть, вот, потому что 3 миллиона XP можно долго очень фармить, а так по миллиончику опа закинул, типа вот, ачивка сделана. Вполне себе, ну, логичное решение, абсолютно. Для меня давно все просили, поэтому молодцы, что сделали. Насчет карты тоже очень круто. Ну, как бы это, грубо говоря, они пока сделали через посредников. То есть там, если с Apple Pay ты оплачиваешь, тебе нужно там, если не ошибаюсь, там через MoonPay там, и всякие такие, да. Вот, ну, вообще классно было бы, если бы они, как в Гиге, ввели этот Stripe. А Stripe нету, если через USA, там, Америку? Stripe вроде нету. Вот, но в целом, ну, конечно, буллиш. Ну, типа, больше adoption, скажем так. Мне Легче деньги пополнять. Что обидно, что вот когда ты пополняешь, вот через... Мы вот клацали на стриме, и там вот нет сети абстракт, там в основном, то есть ты выбираешь другой кошелек, и куда тебе EVM-овский, куда тебе приходит, а потом ты все равно бридж в абстракт. Как бы вот это вот хотелось бы, чтобы пофиксили. Ну, я думаю, да, со временем сделают, да. Да. А по поводу подтиров тоже, на самом деле, вот, мне кажется, правильная эта штука, потому что, ну, после платины вот много людей, да, у нас непонятно почему, но уходили, и получается, потому что мы, типа, не можем 3 миллиона XP там, ну, нафармить, как бы, скажем так, вот они думали. И тут, типа, как бы добавить платина 1, платина 2, платинум 3. Но на самом деле это тоже вот, это, знаешь, такое в голове у людей, да, что они там апнули тир платина, и дальше нет смысла ничего качать. Но никто же не говорил, что, да, там какой-то, что будет именно там какой-то условный дроп за именно там тир, а не за экспу. То есть, ну он в том числе будет, скорее всего, да. Ну, например, не просто так ввели XP рекап общий. То есть ты видишь общую, сколько ты XP нафармил. Ну, то есть, да, это будет тоже влиять в любом случае. Мне кажется, вот да, что экспа, типа, все равно, как ни крути, ну, типа, есть будет разница, у тебя 1 миллион XP или 1,5 миллиона XP. То есть, мне кажется, это все равно бы решало. Да, да. Давай чуть нас верну. Every XP matter. Так, а можешь нас теперь обратно в середину? Че, извини, что долго, я просто катку не закончил еще. О, нас только что выставили, слушай, нас выставили в этот Сайгар задонатил нам биткоин, получается, и написал об этом. Ты понял? Да. Да. Надо что-то ответить. У себя в Твиттере? Да, ну да, я сделаю репост. Оп. О, BTC. Биткоином может теперь донатить стримерам. То есть вы заходите вот к стримеру, допустим, вы можете тип и выбрать вот G-биткоин. Теперь можно донатить им. Угу. То есть это тоже Чётко. вот обновление как раз, да. Да. Мы про это мы не могли бы и не вспомнить. Да, можно ответить Сайгару в Твиттере. Так, окей, давай следующий, получается, тема. В принципе, про обновление абстракта мы поговорили. У нас еще случается другое в абстракте. Это то, что у нас убрали Логана, то есть до этого убрали Фина, да. Ну, как убрали, может быть, он сам ушел, информации нету. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? А вот как... у него написано уже прев Abstract Chain. Реально. Ну, что сказать. Лучшие уходят. Очень грустно. Сейчас, извини, Ник, нас написали, нут убрали с донатов, представляешь? Вот оно что. Вместо него, да, G-биткоин. Ну и правильно, нут туда его. У Логана всего лишь gold аккаунт, кстати, в абстракте.
Да, но на самом деле, смотри, вот мне такое вот уже так подразумеваю, не знаю, вот скажешь свое мнение, что вот убрали, да, Фина, на его место никого не взяли нового, поставили Логана, ну, из команды. Сейчас убрали Логана, и как будто никто на его место как бы не планируется, может, Сауси займет его место или кто-то другой, и, может быть, типа просто, знаешь, решили, ну, нет смысла сейчас тратить на это деньги, поэкономить бюджет, или что вот ты думаешь? Да, я не знаю, мне кажется, скорее человек либо сам не вывез и понял это, либо ну, кто-то сверху понял, что он не вывозит. Вот и все. Ты думаешь, что типа просто не вывез он, да? Ну, а что он вывез? Мы ж не знаем, как бы, что под капотом было. Может быть, он там хорошую работу и делал, как бы. Знаешь, что бы Ну, вот хотел? мы видим то, что мы видим. По факту мы только это можем обсуждать, поэтому ну, я бы не скажу, что там что-то мега виделось. Ну, то есть он начал с комьюнити общаться, это плюс. Но опять же, было ли это его решением? Не знаю. Вот непонятно. Хотелось бы вот вообще то, что я хотел бы видеть, знаешь, взяли бы какого-то готового уже маркет-лида, с какого-то другого проекта, ну, допустим, там человек, например, там Арбитрум, да, допустим, раскачивал. Тазбейза переманили сразу, давай. Не, ну это сложно себе представить. Ну, допустим, там сидит, да, какая-то успешная Арбитрум, была когда-то успешная, сейчас, ну, как бы, она уже не на топ-тир ну, рядах, откровенно говоря. Ну да, Типа вот такого. Ну, но мне кажется, такого не будет как будто сейчас. Это может быть потом, как бы вот фиг пойми. согласен, пока непонятно. Ну, будем следить, будем смотреть, кого поставят на его место. Ну, кого-то же должны поставить. А чего Либо кого-то? своего кого-то. Кого-то Ну, своего может. блин, а что ты думаешь, у такого, у консумер-чейна, который себя так позиционирует, не должно быть маркетинг-лида? Ну, он обязан быть, условно. Они часть Обязан, ответственности переложили, там, знаешь, на комьюнити, на GMB, Мариану, там еще да, парней, которые правильно. аффилейты получили. Но в любом случае должен быть человек, который будет их всех вести. Должен, как бы вот есть Сауси у нас, да, который может повести. А, допустим, зачем платить кому-то Легенда, зарплату? легенда. Да, кстати, включи камеру, Ник. Зачем кому-то платить? Я пошутил. Hello, Сауси. Зачем платить кому-то, знаешь, зарплату, и если можно там вот брать, вот, да, GMB у нас есть, там, Дека, еще другие, или нет? Да, GMB на маркетинг лида поставить, в принципе. Ну, так уже перебор, как бы. Так, окей, в принципе, за это поговорили, за Логана, в принципе, уже все сказали, за апдейт абстракта тоже сказали. У нас открывается еще в абстракте CryptoToys Market 15 числа, твой любимый проект. Ты как их амбассадор, ты как прямой их амбассадор должен прокомментировать, что ты ждешь на открытии маркета, какая цена будет на Микки Маусов, и собираешься ли ты их откупать? Бля, ты реально это спрашиваешь, да? Но откупать, конечно, не собираюсь и вам не рекомендую. Это первое. То, что за них экспу не дает, мы уже поняли. Может, дает, типа, вот, может, Ну, мало. ладно. Ну, что я скажу? Откроют маркет, и они укатаются приблизительно до тех значений, которые у них были там на флоу. А какие ты значения по ним ждешь, типа, Ну, примерно? $2, $3 там за криптойс. Ну, я думаю, долларов 10-15 первое время должен стоить или нет? Не, ну в плане, если ты успеешь слить, то, может быть, за такие деньги ты и сольешь. Но в плане, в перспективе, флора, В перспективе, я да. думаю, 2-3 бакса. Только их экспа бы спасла, а экспы много, как бы их, ну, легче Ну, NFT, экспу да, взять. уже раздали, можно сливать в стакан по 10 штук. Там уже готовится армия из таких, поэтому Да, я да, думаю, это там флор правда. будет пробит. Я бы на их месте не открывал бы, если честно. Я думал, они не будут. Я думал, что они вот перенесут, знаешь, открытие маркета, сделают еще одну коллекцию, а потом уже откроют, ну, чтобы еще денег собрать. Но что-то они решили. Может быть, будут чуть откуповывать, там, хотя бы на $10 держать флот. Ну, посмотрим.
Ну да, увидим. планируют. Но это странно. Я бы на их месте не открывал, честно, маркет. Ну, типа, потому что они Я бы хотят на их стараться. месте и не откуповывал, и маркет не открывал вообще. В закат ушел бы Вот. обратно на флоу. Не Ой, надо в закат. Надо было еще Star Wars запустить, типа. ну да, Star Wars можно. Star Wars кто-то Да. захочет себе, наверное. Еще и бейдж за них желательно. Вот, ну в целом, короче, позитива мало, скажем так. Насчет Ну, этого посмотрим. проекта многие киты, даже те, кто брал по 10 штук, чтобы получить бейдж, просто лояльны к абстракту, настроены очень скептично, а следовательно, это еще больше давление на стакан. Ну, им нет смысла держать. Они уже получили, что хотели. В принципе, да. В принципе, да. Если бы бейдж был за вторичку, возможно, мы бы увидели какие-то объемы. Ну, то есть это реально было бы справедливо в том плане, что люди бы шли и откуповывали. А так у нас, ну, мертвый маркет будет. В принципе, я полностью согласен, да. Ну, может, опять же, если не хотят продать Star Wars, им надо хоть что-то придумать, но я не уверен, что, если честно, они это придумают. Фиг пойми, не знаю. Ну, посмотрим, как бы. Да, Окей. поживем, увидим уже скоро. Да, да. Перейдем к другой теме. Хотелось бы обсудить вообще, отойти чуть немножко от абстракта, ну, на одну темку такую. 2026 год, да, у нас стартовал. Все люди у нас, многие в чате, да, ищут какие-то дропы, где-то хотят что-то, как бы, скажем так, заработать и так далее. Я вот хотел, чтобы мы бы составили такой топ-3 дропа, ну, из тех проектов, которые сейчас есть. Понятно, какие-то еще появятся за этот год, которые сейчас есть, чтобы мы вот посоветовали людям, что мы сами ждем, какие вот именно дропы в 2026 году, какие вот 3 проекта ты можешь назвать, потом я свои назову. Давай. Не, ну 3 проекта самые очевидные есть на этот год, и как бы я не думаю, что они как-то поменяются. Вот, это OpenSea, Да. Polymarket и Abstract. Ну, относительно Polymarket, как бы тут еще можно делать связки с Калыша, можно другие предикшены делать. Ну, в принципе, сейчас мета предикшенов, и, следовательно, как бы ни один полик-то раздаст, очевидно. Вот. Насчет OpenSea, ну, слишком много они выделяют комьюнити, слишком много они выделяют на дроп, и, в принципе, денег у них хватает, чтобы запустить это все довольно... Ну, запулить просто на FDV нормально, на старте. Вот, поэтому, в принципе, ну, перспектива хорошая. С калькуляторами даже есть там сейчас куча калькуляторов по OpenSea, которые считают твои сундуки, сколько ты плюс-минус можешь на ТГЕ получить. Они, конечно, не учитывают твои предыдущие заслуги, да, они учитывают именно то, как ты волны отформил. Но, опять же, я думаю, что волны будут плюсовые по факту, учитывая то, что вы сразу кэшбэк получаете. Эти, как его... предыдущие вот эти вот ОС, бета, что вы получали, там то, что сундуки мы фармили там на экспу, ну, все это будет ролять, да, в любом случае. Ну, и опять же, я думаю, что, возможно, за какие-то топ-ассеты, насчет лилов я бы не сказал, но вот, например, панки, там, например, обезьяны большие, пингвины большие, ну, вот, наверное, они получат дроп. Еще OpenSea дополнительный. Да. Но лилы, кстати, может быть тоже, потому что, помнишь, в свое время, там, месяца 3 назад, были какие-то коллабы у них очень жесткие. Да. Ну, у них, в принципе, и с абстрактом были ивенты коллабы, но вот именно с пингвинами там что-то было такое довольно-таки серьезное. То, что там то ли там пингвины часть выкупили, то ли что. Ну, как будто пингвины там что-то дорешают. Вот. Хотелось бы это увидеть. Тут точно, опять же, тут, знаешь, если больше я верю в Moonbirds дроп для пингвинов, но в OpenSea тоже возможен. Я считаю, да, это возможно. Ну, за больших я уверен, что дадут дроп. Я думаю, если за больших дадут, то, мне кажется, и за маленьких дадут. Ну, возможно. Тогда еще и за удочки. Можно удочки идти откупать. Не, удочки, видишь, в последнее время на удочки ничего не дается чего-то. Я вот так вот смотрю. Окей, давай я топ-3 назову, да? У меня, в принципе, примерно как у тебя все совпало, плюс-минус. То есть вот топ-1 я все равно считаю это OpenSea. Почему? Потому что OpenSea уже есть четкая дата, что они выйдут Q1. Там, если даже, ну, опять же, криптада переносится часто, то я думаю, они все равно выйдут условно в первом полугодии, плюс еще рынок неплохой должен был быть к этому моменту, мне так кажется. И действительно, как правильно ты сказал, они много выделяют, поэтому я считаю, что сейчас вот каждую волну там фармить, ну, прямо смарт, мне кажется, это иксы будут на твои вложения. Я так, в принципе, и делаю, как бы. Это вот первое. Не, ну, прям иксы я бы так не сказал. Но в плане
ты, грубо говоря, на любой сайз можешь там X2 сделать точно. Ну, это в плане не X10 там дроп, условно, там не Не такой life change. Но это здесь гарантированные иксы, при этом выйдет OpenSea хорошо, вне зависимости от того, какой будет рынок. Потому что у да. них денег много. Вот как бы основное такое. Да, я с тобой согласен. То есть, допустим, первое место мы ставим оба, да, там OpenSea. Второе у нас есть, это я также скажу prediction, я не буду давайте называть именно Polymarket, я скажу просто prediction market, это у нас есть Polymarket, Kalshi, есть Predict Fun, есть Opinion, есть Muriat, да их миллион уже сейчас, каждый выберет сам на свой вкус, но какие-то, большинство prediction маркетов, я думаю, выйдет ТГЕ на, то есть Opinion у нас там вообще скоро собирается вроде как выходить, но много будет выходить, я думаю, Muriat выйдет в 2026 году, и может даже и Polymarket там собирается, я думаю. Короче, и что это сейчас, как знаете, была вот мета перпов, но она, в принципе, сейчас и идет. Будет мета предикт маркетов тоже. Я не буду, 26 год, да, должен быть. Да, все будут выходить. Я думаю, они нормально будут раздавать. Плюс затраты такие, ну, не сильно большие, правда, по времени, да, надо чуть поебаться, поискать. Ну, еще нужно поискать всякие тулзы для того, чтобы там арбитражить, искать какие-то новые ставки, ну и тому подобное. То есть сейчас очень много чего есть. Вот, не все в открытом доступе в любом случае, это понятно. Но, скажем так, если вы заручитесь хорошими софтами, то вы очень хорошо можете отработать в плане и панела, там, и в безубыток, там, прокрутить деньги на разных аккаунтах еще. Ну, поэтому, да. Тут софты must have, в моем понимании. Ну да, может быть. Ну, с софтами легче, скажем так, было. Потом третье место. Вот на третьем месте я вот сидел перед стримом и думал, кого ставить, и я не знаю. Вот, допустим, я думал абстракт, потом я понимаю, ну, абстракт мне что-то кажется, вряд ли выйдет в 2026 году. Я убрал его. Ну, вот мне что-то так кажется, поэтому абстракт... А там кто-то уже писал, типа, подсказку. Что, типа, да. Там кто-то писал пост, где самые крупные ТГЕ каждого года расписаны были, и 26-й был, типа, троеточие, и кто-то из команды ответил, типа, абстракт. Ну, не знаю, мне кажется, что не сделают. Но, опять же, может все поменяться. Вот я пока абстракт поэтому отодвигаю. Потом я думал, знаешь, там, что у нас есть, там, Nansen Ethos. Но Nansen Ethos как будто и не будут пока делать тоже токен, возможно, не будет просто... Nansen, да, по другому пути решили пойти, если я не ошибаюсь. Ну, там, опять же, пока нифига не понятно. Там, я думаю, что ребята еще кучу раз думают, передумают. Вот, давай лучше SLR поставим. Пускай все крутят SLR. У меня там уже 11 тысяч поинтов. Ну вот, и Nansen, ты правильно сказал, и мне кажется, это тоже пока не будут делать дроп, они будут чужие проекты, типа, переманивать, чтобы они давали им дроп, но мне кажется, что они в 2026 году ни тот проект тоже не сделает свой токен, не выйдет. Той же откидываем, допустим. Дальше что у нас есть еще? Base, ну непонятно, как отрабатывать, как бы, да, он, скорее всего, выйдет, наверное, вот Base, пофиг ему на рынок, наверное, будет, и он выйдет, я думаю, в 2026 году все-таки. Сделать какой-то сейл на Coinbase, может, и дропы раздадут. И есть Moonbirds, но Moonbirds вообще, как бы, ну что, отработка SBT, типа, и не сильно... Ну, Moonbirds уже вот-вот, я думаю, они могут даже в этом месяце выйти. И как бы, да, уже поздновато, но фришки, конечно же, там заберите, если можете. Я поставлю на третье место Base. Base, да, его непонятно как отрабатывать, непонятно за что раздадут ли вообще, но давайте будет третье место Base, потому что я не знаю, кому поставить просто даже сюда, откровенно говоря. Вот. Я понял. Ну, в принципе, мысли-то совпадают, и, в принципе, рынок-то и показывает, что вот самые хайповые проекты и по отработке относительно, и по остальному, вот, и по потенциалу, как он выйдет. Поэтому, да, в принципе, это топ-3 проекта в любом случае. Насчет Бейза, ну, реально непонятно, как его отрабатывать, потому что инсайды проходили, что будут именно награждать в основном этих девелоперов, которые на чейне сидят, и им дроп раздавать, остальным просто с сейла будут залетать остальные, как бы обычные люди. Ну, поэтому увидим. Я думаю, что лишним не будет там прогонять транзакции, чем-то потрейдить, в бейзапик зайти, там тоже потрейдить, погонять. Поэтому, ну, затраты минимальные, но периодически какие-то действия делайте. Вот. Можно что-то с софтами делать, я думаю, в бейзе. Но, опять же, просто непонятно, за что дадут. Поэтому сильно много загонять, слишком много на комиссиях терять, это я бы, наверное, не рисковал, но потенциально могут вообще всем раздать.
Ник, ну я вон часы купил у Бейза на дропе, там их сколько лимитка была, 1000 часов вроде они сделали, или 700, я не помню. Я Вот видел я уже, кто-то выкладывал, что часы говно. ну, Там часы какой-то говно, парень часы понятно говно. выкладывал. Часы-то говно, но я жду на них дроп теперь, надеюсь. Там, что они окупят эти часы вонючие. Окей, перейдем к следующей теме. Твой проект, да, за который ты много чего говорил, я, если честно, за ним не сильно слежу, поэтому хотелось бы тебе передать слово, чтобы ты рассказал какие там апдейты, может, что-то ребятам стоит сейчас поделать, а может, не стоит. Джибой, расскажешь про него, что произошло за это все время? Там. Джибой вообще смартик, на самом деле. Но мне просто запретили СНГ комьюнити шилить этот проект, потому что там Чего? всего 4 человека из СНГ, и сказали, что если придут еще, то проект обвалится. Ну ладно, я шучу. Ну, в общем, на самом деле, если честно, для тех, кто любит вести Твиттер, это вообще смарт-тема. Я пообщался с фаундерами, я пообщался с ребятами, которые отформили первый сезон. Ну, условно, у меня там дроп условных $500, и то, ну, как бы с вложениями на бейдж, я его купил за 4 Solana, но по факту я просто очень долго ждал, сам сидел, типа думал, брать, не брать, и купил только, когда они полетели. А нормальная цена входа была там, ну, где-то 2,5-3 Solana. Если вы early были в проекте, вы вообще за 1 Solana этот бейдж могли взять, а кто-то вообще бесплатно. Вот. И получается, за бейдж дали гарантам токенов на $500. Грубо говоря, это сколько сейчас там? Ну, как раз 4, наверное, Solana. И когда дроп дали, бейджи немножечко укатались, но если вы брали за 3 Solana, где-то за 2 Solana вы могли их слить. То есть, по факту, вложив 1 Solana, ну, по выхлопу потеряв, получаешь токенов на $500. Вот. В принципе, относительно норм по выхлопу, но есть нюанс, очень важный. Я пообщался с человеком, который получил этот бейдж бесплатно и с самого начала просто постил в Твиттере. И по факту у них самое вот основное на второй сезон, оно такое же будет, скорее всего, как и было в первом. Ребята ценят куда выше то, какое ты участие в комьюнити принимаешь, нежели то, сколько ты холдишь, сколько ты тратишь на ассеты. То есть у них идет, грубо говоря, поинтовая система. За каждое твое действие дают тебе поинты. Если ты, ну, и на первом месте идет creator rewards, грубо говоря, это тот контент, который ты делаешь в Твиттере. На втором месте идет генерация. Это генерация видео и изображений на их сайте. Третье место уже идет коллект. Типа покупай боксы, покупай бейджи и все остальное. Один важный нюанс есть, что чтобы в этом всем полноценно принимать участие, нужно купить один бейдж, самый дешевый. Сейчас он там порядка $200 стоит, но это, скорее всего, окупится. Вот, и сейчас я приведу пример. Единственное, на этом сезоне есть нюанс, то, что вышел токен, и как бы еще в эту всю, как сказать, кривую от первого сезона, ну, последовательность выдачи поинтов, появится еще токен. Но токен все равно не будет выше, чем креатор, грубо говоря. Они на первое место всегда это ставили, и как бы и будут ставить. Вот, поэтому вы можете видеть, у меня в Твиттере сейчас активные посты про Джибой. На меня уже там и команда репостит, и пишет мне в личку, как я там в Нансене все кошельки нашел с бейбэками. Фаундер написал, мы с ним там пообщались. Вообще кайфовый чел. Вот, ну и, короче, для примера приведу вот этого человека. Он получил в 3 раза больше токенов, чем я. Он получил бейдж изначально бесплатно. Ну, то есть ему... Там была фигня, что когда раздали всем бейджи, и раздали кроликов и бабочек, и вот кролики получили 2 змеи, бабочки получили 1 змею. И им нужно было, чтобы получить дроп, чтобы лигабл быть, нужно было найти типа достойного чела и дать ему бесплатно, вот, отдать бейдж. И вот этому челу отдали бесплатно. Он пошел делать посты, при этом у него не так много подписчиков, и при этом он и на команду вышел, и он получил куда больше, чем люди, которые просто скупали бейджи, боксы и тому подобное. То есть в плане того, что если вы любите вести Твиттер, если вам нравится этот проект по концепции, лично мне он очень нравится, потому что, ну, как бы они делают то, что почти никто не делал. Они бесплатно раздали бейджи,
они по факту бесплатно раздали токен тем, кому раздали бейджи, и то многие скосились, потому что не все раздавали эти бесплатно, они шли там в стакан лили, условно. То есть много критериев, они такие интересные, потом еще нужно было все эти бейджи им закинуть. В какой-то момент они сказали, верните все бейджи. Вот. И, они очень крутые видосы генерят у себя, у них свои яишки, у них есть приток ревеню, то есть достойные ребята, которым я доверяю, которые все делают, в моем понимании, правильно, вот, которые сказали, что будут бейбекать уже там на $100 000, откупили токены, и все вообще, в шоколаде относительно. Вот. Кто это знал, тот мог заработать. Я, в принципе, по хаям частично отфиксился по текущим. У меня цели на токен все равно куда выше, там 20-30 миллионов, я думаю, хитнем точно. Насчет АТХ там 50 миллионов, не знаю. Вот, но... Свои делать, да? Или нет? Что? А NFT-коллекцию именно полноценную они планируют делать или еще пока нет? Они это планируют, но это пока такая относительно закрытая информация, никто не знает, когда, в этом сезоне, не в этом. Вот, пока у них партнерство, как я понимаю, с Solana, поэтому в ближайшее время, я думаю, они на другие чейны, в плане на EVM NFT делать они не будут. Потому что они там на Solana конфе выступали и все остальное. Но при этом у них партнерство и с OpenSea тесное. Поэтому фиг его знает, что да как. Ты посоветуешь сейчас что-то ребятам там зайти купить токен или зайти Я посоветую зайти к ним в Твиттер, посмотреть их посты, вообще вдохновиться или не вдохновиться, скип, не скип. И если вам такая движуха нравится, не знаю, как где-нибудь найти $200 на этот бейдж, условно флор держится, то есть в любой момент вы за те же деньги плюс-минус можете продать. При этом желательно, если хотите покупать, покупайте битками. Огромных таких там громких анонсов не вышло еще от них. То есть, что типа второй сезон начался, тыры-пыры. Вот. В целом, я думаю, он будет длиться там порядка месяцев 2, как и первый был. Может быть, чуть-чуть больше, может, 3. На первый сезон выделили 5% сапплая, 5% токенов. На второй могут выделить больше. Вполне такое может быть. Но, в принципе, я бы на плюс-минус на 5% и рассчитывал. Просто, скорее всего, в момент, когда это раздастся, это будет больше, чем 5... капа будет больше. Следовательно, эти 5% в деньгах будет больше, чем на первом сезоне. Вот. Потому что на первом сезоне, когда люди дроп-клеймили, там капа была там порядка 5 лямов. То есть она вот сейчас в пике была 15, грубо говоря. Поэтому, если вы любите писать посты в Твиттер, очень крутой актив они нагоняют. То есть, вы можете мой Твиттер посмотреть. Я делал несколько постов просто по ним. У меня, мой тред набрал почти 4000 просмотров, при этом это все произошло за сутки. То есть меня зарепостила команда, закомментировала, ко мне пришла армия, скажем так, джебоевцев, и они очень классно пушат, они очень... Когда вы начнете, что-то делать, вам они начнут постоянно в ленте появляться, там ребята постоянно генерируют изображения, видосы очень качественные, то есть реально, за этим интересно наблюдать, лично мне. Поэтому я вот на $1000 засадился в бейджи, на $2000 засадился в токен. На хаях там у меня было где-то 4 с чем-то. Вот. Я часть подфиксил, часть осталась. Сейчас мы немножко обвалились. Я думаю, еще буду докупать по DCA по чуть-чуть. Я так и делал, в принципе. У меня как раз получилось, что я все такие основные дипки скушал. И нормально. Додержал до хаев. Частично подфиксился. Сейчас эти деньги можно, в принципе, опять на откуп пустить. Вот. Как-то так. Предикшены мои, что полетит высоко, потому что я уже вижу ребят, которые подключаются к этой всей движухе. Там очень такие заряженные типы из Твиттера, то есть инфлы серьезные, которым не платят. Причем, то есть они позиционируют себя как без колов. Вот, уровень, как сказать, того, что выкладывают, он достаточно высок из-за того, что сами Джибой и Неоко предлагают пользователям своим вот эти вот тулзы в виде генерации очень крутых картинок, в виде... давайте я даже сейчас зайду, покажу быстренько, чтобы понятно было. Так.
Share screen. Вкладка Chrome. Так, вот там пока спрашивают Fast Boy, покажи часы. Часы от Бейза мне еще не приехали. Вот Project Ольга спрашивает, о каком проекте мы говорим, о G-Boy проекте. Вот, Ник сейчас показывает. Вот я на сайт зашел. Мгм. Короче, у тебя есть, подключаешь свой Twitter кошелек, на аватарку они пишут, что типа нужно ставить эту свою PFP-шку в капюшоне. Я поставил, мне не жалко, это прикольно выглядит, вполне себе. Вот, здесь есть Create вкладка, для этого вам нужны кредиты. Вот кредиты, я их раздавал, появилась возможность эти кредиты дарить, у меня был розыгрыш, я там ребятам раздал. Это так, это в принципе на будущее. Вот, появились у них видосы, они только их добавили. И вот я генерил, сидел с разными промптами. То есть, тут и мемы есть, я пытался, и кого-то... то есть, в принципе, давай пролистаем ниже. У меня, не так много этих генераций, но вот на посты делать изображения, там, видосы теперь можно делать. То есть, видишь, все очень, красиво. Да. Реально красиво. То есть их видосы сделаны тоже с их LLM. То есть вот тут я пытался какую-то штуку сделать, и потом из этого прикольный бой сгенерить. Условно. Насчет боя тут немножечко так получилось, конечно. Мне не все они зашли, то есть я тут много раз пробовал с разными промптами. Прикольно. Тут он вообще пропал. Продал. Вот, даже такие прикольно выглядят, на самом деле, картинки. Вот, но мне больше нравится вот классика. Вот такое прикольно тоже сделать. Сейчас. И можно на русском писать промпт. Что вообще в голову взлезет? Город ты там написал. От преступности, да. Любой выходит из портала и забегает в следующий. Да мне просто впадло на английском. Гбой рэпер за золотыми цветами. Нормально генерит. Мне просто впадло в GPT-шке спрашивать, там на английском писать. В принципе, вполне себе и на русском хорошо получается генерации. Вот, в целом как-то так. За генерации они дают тебе лидерборд. Лидерборд, я, если честно, не знаю, как посмотреть. Мне объясняли, что вот здесь вот, короче, был чекер на какой-то у тебя тир, он там по-разному отображался, зависел от многих факторов вот этих вот. И по факту... Так, сейчас мне просто чаек дали. Короче, по факту в исходном коде можно посмотреть, сколько у тебя поинтов, за что, наверное, вот как-то так. Вот. Понял. В принципе, про G-Boy подробно уже поговорили. Там вышло, хотелось бы затронуть тему этоса, вышло обновление, что перед началом второго сезона или что-то такое, или перед концом. Перед началом, наверное, второго сезона тебе надо выбрать, куда ты потратишь свою экспу. Первый вариант – это создать с ней NFT, тебе дадут с этой экспой, в зависимости от тиров, сколько у тебя экспы. Второй вариант – это валидировать какому-то валидатору, у которого есть NFT, и тебе потом ее вернут в конце сезона. Что ты выбираешь, что ты думаешь по этому поводу? Блин, я твой чат читал, немножечко отвлекся. Я уже выбрал свой я раздал, получается, 50% валидаторам. Я просто думаю, что, там написано, что типа это усилит экосистему. В целом вопрос в том, что, первый вариант, он интересный тем, что можно уже какой-то дроп типа получить в виде NFT-шки. Возможно, эту NFT-шку захотят купить. Возможно, эта NFT-шка будет чем-то похожим, как там тот же VBX, условный. То есть в плане, что ты будешь покупать силу вот этих вот XP, воутов. Но мне лично кажется, что, вот это вариант, скажем так, который... впоследствии может, типа, если у тебя, условно, аккаунт, и ты один, и ты это, в принципе, я думаю, это никто не мультит, это глупо. Вот. Я просто думаю, что эта NFT-шка менее важна, чем решение передать, типа застейкать свои, условно, поинты. У меня, в принципе... Но, с другой стороны, для лоу-банков, вполне себе можно. Я просто не думаю, что эти NFT-шки будут много стоить.
Ну, то есть лучше я останусь без NFT-шки, застейкаю свои XP, ну, и там условно потом на дропе получу больше, нежели заберу NFT-шку копеечную, и потом мне за это срежут условно на дропе. Ну вот, я, в принципе, с тобой согласен. Я советовал, я сам выбрал NFT. Почему NFT? Потому что, да, можно что-то там хотя бы получить, NFT можно поспекулировать, можно будет продать за какую-то копеечку, но все равно что-то получить. А так, второй вариант, ты не получаешь ничего. Но потом, вот я сегодня узнал, даже вчера вечером, что, оказывается, 70% выбрала NFT. Если это правда, и 70% выбрали NFT, то, конечно, им невыгодно как-то, ну, слишком много будет этих NFT, им невыгодно будет их особо качать, и они могут специально поощрить тех, кто давал экспу валидаторов, и поэтому, учитывая этот фактор, если это правда, что 70% выбрали NFT, то валидатор смотрится намного интереснее. А знаешь, какой самый лучший вариант? Ну, у тебя есть два аккаунта, и туда закинуть, и то, и то. Самый лучший вариант — это купить валидатора и пожертвовать XP своему валидатору. А можно так? Да я не знаю, нет, наверное. Ну, было бы прикольно. Ну, в принципе, купить валидатора звучит смарт. Если золото покупает валидатора, то мы все закидываем XP его валидатору. Это дорогой валидатор, я думаю, он будет потом подешевле, мне кажется. Что, он полетел на новостях на этих? Да, вырос. До 2 с чем-то эфира вчера было, я смотрел. Что такое? Ну, неудивительно, я бы сказал так. Они играют ключевую роль теперь, ну, скажем так, куда больше value и ценности этой NFT. $7000, 2,3 эфира он стоит. Вот такая ну, в какой-то момент он вроде там порядка 3 стоил, да? Или 4? Да, он и 4 стоил, но он уже давно после этого... Сейчас я открою. Флор валидатора, вот сейчас он полетел. До этого он стоил вообще 4 эфира, это было летом. Сейчас он так, падал... они только вышли. Да, а сейчас падал до 1 эфира, но уже, видишь, отрос. Ну вот, как бы. Ну, смартик, закупать было валидаторами, все тебе говорили, ты не слушался. Это дорогой, он деньги такие взять. Окей, перейдем к другому. 2 Lil Pudges, 1 валидатор, X2, даже больше. Либо так. Перейдем к проекту плейбоев. Тоже ты за ним, я знаю, очень сильно следишь, я тоже как бы немного слежу. Там были, я знаю, какие-то апдейты, да, вот, но я не сильно вникал, там, с Yeti, трейд, там, то, что дальше будут какие-то трейды даваться по-другому, на Валентина, да, День Святого Валентина будут какие-то трейды, ты, может, расскажешь, знаешь больше, я думаю, следил. Да вообще, ну, на самом деле, буллиш по плейбоям, мы все видели там, как они и во Флоре подросли, сейчас я гляну, сколько они сейчас, Playboys, ну, вроде у меня баланс не меняется особо на кошельке, а у меня только Playboy, значит, они плюс-минус держатся, да, 0,04 эфира. Да. Мы там чуть выше даже шли. Ну, в принципе, все, вот день назад покупали, всех покупают дороже, потому что ищут тех, у кого больше сожжено трейдов и тому подобного. То есть тут много нюансов есть при выборе, при покупке. И, в принципе, ну, прям тут дырявый пол, я бы сказал так. Ну, типа 3 штуки покупаешь, уже 0,05 цена. Скажем так, вполне себе. Ну, то есть это проект, который я люблю. Это прям вот наравне нынче, наверное, с GG-боями, что ли. Ну, то есть я и в VIP-комьюнити, я и в Holder Council, или как он там правильно называется. Там всего, по-моему, 10 человек выбрали из всего комьюнити, который будет помогать принимать решения и развивать бренд. Вот, скажем так. В принципе, с EGR я тоже очень открыто общаюсь. Там почти каждый день мы с ним переписываемся. Он находит время отвечать, писать. Ну, то есть я тоже благодарен ему за это. Вот. И колы дает, что немаловажно. Профитные причем. Поэтому хороший парень. Ну, хороший фаундер и классно билдит. Очень круто, что они вводят там скоро трейды с волосами, потому что, видишь, тут они все такие облысевшие плейбои. Сейчас они станут больше анимешные, но, блин, у тебя есть выбор, у тебя всегда есть что надеть, у тебя всегда есть куча разных там трейдов и тому подобного. Вот. Я же еще и получил бесплатного плейбоя за ивент. И... Блин, собака. Иди на место.
Так, Все, обиделся. Вот, короче, ну, по плейбоям не могу быть не буллиш. Это первое, основное. Как бы, потому что я уже давно часть этого комьюнити. Я прям слежу за ними и вижу каждый шаг, каждый мув. То есть они постоянно находят новых артистов, которые новые трейты рисуют. Там Буня сейчас занимается, рисует для них трейты. И пас у них скоро будет выходить, где, ну, можно будет условно, как в рулетке, там, ну, немножко другой принцип будет, но тоже будут очень качественные, крутые трейты в пасе. То, что они раздали, там, типа, один из одного трейты, они тоже, ну, типа, офигительные, на самом деле. Вот. Ну, изначально я просто холдил все трейты, потому что мне казалось, что они не особо там, типа, сочетаются, мне не особо хочется времени тратить на то, чтобы менять моих плейбоев. А потом, знаешь, вот этот вот ивент с Бёрном, где нужно было как можно больше сбернить. Кстати, по факту, я вот сейчас для смартов скажу, если у вас несколько плейбоев было на разных аккаунтах, ну, условно, даже если у вас один плейбой, вы за ивент получаете, за то, что крутите, даже если у вас нету билетиков, гарантированные вот эти вот NFT, которые всем участникам даются. Там порядка 20-30, может, даже 40 трейтов давали, условно, если у вас даже один плейбой. И потом просто берете, сжигаете их. А потом с рынка еще откупаете по 50 центов, там, по копейкам. Ну, у золото обычно встаканит, в битку дает. Вот. Ну, короче, много таких. В принципе, просто трейты с пола поднимаете. И по итогу вот человек, который 100, условно, штук сжег, а это затрат, ну, буквально вот к тому, что тебе давали, если у тебя нету на других аккаунтах плейбоев, и ты не можешь перекинуть бесплатно трейд, ты просто идешь за 50 центов их откупаешь. Ты условно их бернешь, ты лутаешь один из одного трейд, на который нормальный оффер, ты лутаешь условный плейбой еще гарантированный за вот это все. Ну, то есть ты тратишь 30 баксов и получаешь value, ну, порядка там 200-300, наверное, больше даже, если... Я не знаю, сколько эти трейды сейчас по офферам. Вот, ну, условно, трейды еще, вот когда выпадают редкие, когда прокают, ну, вот у меня, например, 25, мне часто, ну, мне каждый день прокают эти редкие, которых всего 50 штук. Они, у них там оффера бывают там 0,1 эфира, там бывает 0,02, там, условно, продав таких пару трейтов, вы уже можете себе еще одного плейбоя купить, ну, и еще больше трейтов лутать. Поэтому, ну, в этом плане механика крутая, очень много перспектив, очень много идей. Единственное, что, ну, объемов на абстракте маловато, да. Но, опять же, всякое может быть. Может, плейбои и не на абстракте будут в будущем. Есть такая вероятность? Или неизвестно? Ну, я предлагал. Я говорю, go на mainnet. А они что? Запустим от стратегии. Ну, пока, конечно же, у них в команде разработчика абстракта. Я думаю, что пока маловероятно. Ну вот. Да, согласен. Но в целом, как бы, ну, очевидно, что на эфире это бы стоило дороже. Ну, условно, вот если брать в пример, с чем вот похоже, именно вот по концепции, то, что вот недавно вышло, это вот Good Vibes Club. Ну, вот они же полетели, они же там куча денег с роялти, они же постоянно торгуются, там хорошие объемы каждый день. У них еще токен есть от этого токена. Strategy, да. И, кстати, он, по-моему, нормальный такой рост показал. Ну, давай сейчас посмотрю. 4 миллиона там или 5, да, наверное, стоит. Лучше, чем все остальные. Ну, если не берем панков, понятно. Как он называется? GVC или как? ГВ, да, что-то там такое. Я сейчас тоже зайду быстренько. Токен. Works. Можно на их сайт. Ну да. Так. Просто мне кажется, он там с 3 миллионов на 4 пошел даже. Там. Ну, то есть там серьезно он тут подрос. А он сейчас стоит 4 миллиона. Ты хочешь знать, сколько он был на дне, да? Это Ну, неделю назад. 3 миллиона был. Доходил... Ну да, он с 3 на 4 пошел. Да. Вполне себе. Ну, то есть и коллекция себя хорошо показывает, и токен тебя неплохо показывает. И вот, ну, билдят ребята. И на самом деле-то, если брать арты, ну, мне плейбои больше нравятся. Ну, то есть они делают что-то новое. И вот то, что даже то, что они дропнули трейты с этим, с президентом Венесуэлы. Да, Мадурой. Угу. Да, день прошел, у них уже вышли трейты в его костюмчике, наушниках и этих очках. Ну, типа,
Красавцы, ребята, вообще. Ну, то есть, на самом деле, чем больше людей будет в это все вовлечено, тем больше будут стоить трейды и ценность иметь какую-то. Ну, то Да. есть, вот, мне кажется, так. Вот, поэтому, в принципе, очень хорошие перспективы проекта. Даже Да, если там что-то на абстракте не сложится, я думаю, что их очень хорошо встретят на да, да, я тоже. эфире. В принципе, мы про все поговорили. Хотелось бы, знаешь, завершить подкастом. Может быть, есть какие-то проекты, о которых недавно ты узнал, или что-то мы ждем. С моей стороны, я не знаю, у меня нету ничего, я вроде как и ничего особо не жду. Moonbirds, наверное, скоро будет дроп, но вряд ли он на следующей неделе. Я думаю, мы это еще будем обсуждать. Крутить буду там только OpenSea, вот сейчас заканчивается волна, вот. Это единственное, что я могу добавить. У тебя, может, что-то есть, что-то ты, может, за неделю там новое увидел. Да у меня, ну, я же сейчас, да, full в крипте, стараюсь следить за новыми проектами, что-то интересное находить. Ну, не знаю, можете погуглить, посмотреть по Pumpkate проекту на Solana. Довольно-таки интересный, перспективный. Это что это за проект? Ну, prediction маркеты, грубо говоря. Prediction Market, как называется, ты говоришь? Сейчас. Ну, это токен, у них уже вышел. Что тогда нам? Зачем он нам тогда нужен, скажи? Если у него уже есть токен. Ну, его на компании 3 месяца назад запустили, и сам prediction market еще не вышел в бета-тесте. Но они делают то, что никто другой не делал еще. Поэтому, Как в еще принципе, я думаю, называется? Что? Как называется, еще раз скажи? Pumpkate. Pumpkate. Cat? Pumpcat? Каде. Кади, вот, C-A-D. нашел. Можешь в Твиттере найти. Да, биткоин подписан тут. Ну, можешь посмотреть на фолловеров, я думаю, тебе понравится. Да, фолловеры я уже вижу, да, неплохие. Неплохие. Ансом. Да. Оно непонятно, да, что там будет и так далее. Не, вполне себе понятно, я уже доки почитал. Но Будет то, что не делает никто по prediction маркетам. И, в принципе, ну, токен сейчас там на 5 лямах где-то висит. Я думаю, что там и 50, и 100 вполне себе. Ага, будет типа сумасшедший, как бы, скажем так, предикт маркет, и ты думаешь, что стоит смарт взять сейчас ребятам токен, да? Правильно? Ну да. Да я сам подбираю потихоньку. Это альфа, как бы, или нет? Альфа или нет, как мы это считаем? Еще из интересного, да, вот пишет Рости, правильно, митинг Луки, да, завтра пойдешь? Да, наверное. А как найти этот токен? Хорошо, вот я зашел на их... Как токен их найти? Ну так и напиши название. Вижу, на Solana, да. У них будет именно этот токен, не новый, да? Да, да. Ну, тогда да, прикольно. Ой, сейчас как раз просадочка. Еще есть какая-то альфа по этому проекту токенов, что там в доках и так далее? Да доки почитай, я думаю, тебе все понравится. Ну, в целом, это fast predictions для стримеров и на токены, и для стримеров. Там шерится ревеню с открытых. Пам-пам-пам. Mechanics можешь открыть, наверное. Ты скачиваешь все расширения на Chrome. Вот оно, ставишь депозит. Да, нет. Они там создаются на 1, там, на 10, на 5, на 30, там, на 90 минут. Условно, там, стример выиграет катку, не выиграет, там, или какое-то событие произойдет, не произойдет. Я такое видел, знаешь, где, Ник? Я такое видел у Soulbound TV, которые заскавились. Помнишь таких? Там, где я стримил. Были такие. У них тоже ты можешь создать быстро маркет а для тебя и зрителей, и для людей, ну, кто на стриме там и так далее. Там быстрый маркет создается. Ну, типа такого тоже было. Ну вот, у них еще есть на токены, то есть ты можешь зайти на PAMFAN, поставить ставочку, типа, что токен там достигнет там 100 миллионов капы за 10 минут, и там кто-то в противовес тебя там ставит, условно. Вот, ну и как бы и ревеню с этого проекта пойдет на... откуп токена, да? Да. И плюс еще
в целом, ну, как бы... вот можешь открыть, кстати, его скрины. Можешь вот этот посмотреть видос, открыть. Там по нему все понятно. Первый, который, да? Да, который в закрепе. Ага, ну да, вот типа так же, как и у Солбаума было, я помню такое наподобие. Но тут, наверное, лучше реализованный, более серьезный хотя бы проект, потому что вообще было несерьезно. Нет, там очень серьезный дев с хорошими связями. Я думаю, они на топ-стримеров сразу же выйдут. Поэтому должна такая штука завируситься. Ну да, это может быть прикольная тема. А нет ни дат, ничего еще? Нет, пока нету, поэтому пока можно аккуратненько так по DCA, как По я. чуть-чуть По чуть-чуть, да. подбирать. Ну, в принципе, перспективы, ну, лично в моем видении очень большие. Потому что, во-первых, не только стримеры, типа тут на куче ивентов у него сейчас уже работает это все. И на игры, и на токены, и еще на что-то у него там. Спрашивают, денег все это откапывает. Я так понимаю, если тут EGR, это возможность приватки Playboys? Или нет? Возможно. Вот такой вот ответ для нас. Вот. Короче, ник на Solana целиком, говорят. Это правда, ник? Да нет, я с абстрактом тоже слежу. Мы же сами билдим на абстракте, можно сказать. Поэтому... Ну да. Ну, слушай, за этим интересно, можно присмотреться действительно. В принципе, если у них есть токен, как бы с мелкокапа, а неизвестно, сколько оно откуп, да, пойдет в процентах с временем. Ну, я в долларах, если честно, не нашел, ну, посмотрим. Но опять же, все же токен, он же от хайпа в том числе зависит. А на Памфане там маленькая ликва, и этот токен очень легко качать. То есть, если спрос будет, оно может полететь высоко. Вполне себе. Понял. Что, тогда можем еще пару проектиков есть, но уже в следующий раз. Ну, там ничего срочного нету, да? Оставишь на следующее. Да, не особо. Я просто присматриваюсь, так смотрю. В Твиттере уведомления ставлю условно и посмотрим, что будет. Не, ну этот проект интересный, будем следить за ним. Чего нет. Памкады. Запомнили, ребята. Тогда будем заканчивать. Всем, кто смотрел на YouTube, спасибо. Всем, кто смотрел на стриме, тоже спасибо. Нику спасибо. Увидимся на следующей неделе. Давай на следующей неделе, наверное, кого-то гостя, да, позовем еще? Ну, в принципе, можно. Я подумаю. То гость, то не гость, Да. такого плана. Все, всех обнял, всех приподнял, ребята. Всем пока. Ник не заканчивает трансляцию. Сейчас к тебе приду делать рекординг. Давай. Всем Всем пока.